Привет, друзья! С вами Макс и... Как тебя зовут? Саби, да? Макс и Сабрина. И это канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня мы с Сабриной идем гулять и берем вас вместе с нами прогуляться. Сейчас мы идем к железнодорожной станции. Мы поедем к реке на поезде. На поезде, Сабрина, поедем. Сабрина очень любит поезда. Так, надо посмотреть направо, посмотреть налево. Машин нет, можно идти. Мы идем к железнодорожной... Сабрина говорит, есть машина. Видишь, Сабрина, ты права. Сейчас мы идем к железнодорожной станции. И нам нужно будет проехать 2 или 3 станции. И потом мы окажемся у реки. Вообще, я бы назвал это место залив. Залив. Вот перед вами сейчас карта, и вы можете посмотреть, как это выглядит. Но я бы назвал это залив. Но здесь это называют просто река, Эль-Рио. Ну и я тоже называю это место рекой. Кстати, вот уже где-то здесь должна быть железнодорожная станция. Я не знаю, слышно ли этот звук, но коляска Сабрины уже достаточно старая, ей 1,5 года, и мы ее супер активно используем, прям почти каждый день, поэтому она такая. Вот здесь, например, она выцвела, видите, из-за солнца цвет стал менее яркий. Вот здесь изначальный цвет, а вот здесь часть эта выцветшая, да, она выцвела, то есть потеряла цвет. Ну и вообще коляска такая, такая немножко уже повидавшая, да, повидавшая жизнь, можно так сказать. И еще проблема в этих колесах. Здесь есть люфт, то есть когда колесо шатается, потому что там внутри подшипники уже разбились. Но, к сожалению, никак нельзя снять это колесо. Здесь вот это место невозможно никак открутить. Вот, поэтому я не смог поменять подшипники. Поэтому вот такой вот люфт у колеса. И поэтому, когда когда Сабрина едет в коляске, то постоянно такой звук. И Сабрину слышно за километр. Вот мы пришли к станции. Она называется Нунес. Также называется... Да, Сабрина, правильно, Нунес. Так называется и район, в котором мы сейчас находимся. Кстати, здесь детская площадка. Что это, Сабрина? Площадка, да? Но мы на площадку на эту не пойдем, дорогая. Мы пойдем на станцию. Но сначала нужно обойти этот забор, потому что вход находится вот там. Вот само здание станции или просто станция. Но есть одна проблема. На моей карте, на моей транспортной карте, наверное, нет денег. В метро Буэнос-Айреса уже можно оплачивать поездки с помощью банковской карты или с помощью телефона. Но здесь нельзя это делать. Хотя можно просто пройти, на самом деле никто тебя даже не остановит. Но я все-таки честный человек. Так, давайте посмотрим. О, отлично. Сработало. Все. Оплатили проезд. И теперь идем вот здесь. Проезд стоил, наверное... Проезд стоит очень дешево на поезде. Наверное, 30 или 50 центов. Примерно так. Метро стоит где-то 70 центов.
Ну, то есть недорого. Вот так выглядит станция. Вот там вот есть такой экран. И на этом экране показано, когда придет следующий поезд. И следующий поезд придет через 9 минут. Вот так вот выглядит станция, ну, скажем, типичная станция в Буэнос-Айресе. Ну, довольно приятно. Приятно, много деревьев, много зелени. Деревья создают тень, поэтому максимально комфортно сейчас находиться на платформе. Вот эта вот часть, это платформа. Сабрина, где поезд? Где? Где? Где поезд? Там. Там? Ну да, поезд действительно там. Мы приехали на станцию Висенте-Лопес. На самом деле это уже не сам Буэнос-Айрес, это уже пригород Буэнос-Айреса, провинция Буэнос-Айрес. Короче, не сам Буэнос-Айрес, но очень рядом с ним. И в поезде мы купили вот такую штуку, похожую на русский бублик, который выглядит вот так. Но это местная выпечка, которая называется чипа. Вот так она выглядит. Вот, упс, Сабрина сломала свою воду. Muchas gracias, señor, qué amable. Да, пока я говорил, Сабрина разобрала свою бутылочку. Но ничего, сейчас мы ее починим. Починим бутылочку. Вот, короче, довольно вкусная штука, 80 центов, ну 90 центов 3 штуки. Друзья, напомню, что вы можете получать транскрипции для моих видео и для моих подкастов, и там еще есть другие обучающие материалы для вас, чтобы вам прокачать ваш русский. Ссылка в описании. Membership программа. Присоединяйтесь. Висенте-Лопес, как и все северные районы, северные районы и Буэнос-Айреса, и северные, скажем так, части провинции, которые рядом с Буэнос-Айресом. Короче, вся северная часть города Буэнос-Айрес, она считается дорогой, престижной, потому что здесь, не знаю, во-первых, так исторически сложилось, но здесь есть выход к реке. Мы сейчас пойдем к реке, я покажу вам это место. Ну и в целом здесь очень много богатых домов. Ну, вот прямо здесь этого не видно, нужно отойти от станции подальше. Но в целом здесь много богатых домов частных, много каких-то мест типа теннисных кортов. Смотрите, какое красивое кафе Париж или Пари. Вообще, да. Посмотрите, какой эркер. Наверное, это эркер называется. Не знаю, или башня. Я не могу сказать. Но, в общем, очень красиво. Выглядит просто очень красиво, очень атмосферно. Вот такой вот он, Висенте-Лопес. Сабрина, что ты хочешь? Ава? Скажи, дай воду. Дай воду. Ну скажи, дай воду. Ава. Да. Холодная, да? Холодная вода. Мы купили еще воды, потому что Сабрина уронила свою бутылочку. Где бутылочка Сабрины? Неважно. Уронила свою бутылочку, и воды осталось мало. Поэтому пришлось купить воду вот в таком вот киоске.
Вот там уже находится река. Всего 10 минут от станции. Уа. Нужно только перейти этот шумный проспект, и ты у реки. Ну, вот так вот выглядит Висенте Лопес, провинция Буэнос-Айрес. Смотрите, здесь играют в хоккей с шайбой, в хоккей с мячом, да? Я правильно понимаю, что это хоккей с мячом? Я не знаю. Я никогда не играл в хоккей с мячом и никогда не видел хоккей с мячом, если честно. Но мы уже подошли к реке. Проблема в том, что сейчас 10:30, и в это время солнце наверху, да, почти в зените. И, во-первых, очень жарко, но это ладно. Проблема в ультрафиолете. Сейчас в 11 и 12 часов будет самый высокий уровень ультрафиолета. Где-то, мое приложение говорит 11 единиц. То есть это максимум, который вообще возможен. И нужен самый-самый такой хороший, самый мощный крем, который защищает от ультрафиолета. Сейчас нужно найти тень и намазаться таким кремом. А вот, кстати, уже и река. Не знаю, друзья, я это рекой назвать не могу. Слишком это большая штука. Посмотрите, не видно края. Не видно края, бескрайняя огромная вода. Как будто на море, правда? Так, нам нужно найти крем от загара. У меня есть свой крем для взрослых, но у Сабрины тоже есть свой крем. Вот, у Сабрины есть такая штука, мы называем это Baby Kit. Baby Kit. Потому что коротко и понятно. Кстати, Baby Kit уже начал рваться, к сожалению. Здесь какие-то подгузники Сабрины. Затем очень полезная, даже необходимая вещь – влажные салфетки. Для того, чтобы мыть, сами знаете что. И здесь должен быть, крем для детей. Крем, который защищает от солнца. Фу, я уже весь мокрый. Я вообще ненавижу крем от SPF. Короче, мы говорим SPF, ребята. Это проще, чем крем от загара или крем для загара. Или там крем для защиты от солнца. SPF. Вот. Я ненавижу этот крем, потому что у меня всегда ощущение, что я как бы намазываю себя каким-то, не знаю, свиным жиром, и он потом остается таким слоем на коже, и такое ощущение, что тебе становится еще жарче. Ты как будто надел что-то на себя, какую-то, не знаю, футболку с длинным рукавом или еще что-то, и становится еще жарче. Ты как будто начинаешь сильнее потеть. Мне очень не нравится это ощущение. Я прям ненавижу этот крем. Но конкретно этот крем, он лучше, чем те крема, что у меня были раньше. Поэтому, более-менее. Но это необходимость. Это необходимость, потому что такой ультрафиолет, он тебя просто убьет. В смысле, он убьет не тебя, он как бы... Чем опасен ультрафиолет? По крайней мере, то, что я слышал. Самое опасное, что он может привести к раку кожи. И просто это плохо для кожи. А у меня вообще много родинок по всему телу. Видите, такие черные точки. Чего, зайка? Сейчас идем. У меня много родинок и белая кожа, и вообще для меня солнце это солнце не мой лучший друг. Вот. Поэтому крем это необходимая вещь.
Сабрина, давай. Давай намажемся кремом. Давай ручку. Оп. Сабрина уже знает, что нужно делать. Ой, Сабрина, что-то я много взял крема. Давай немножко на ногу сюда. Я намазал лицо, руки и ноги, и уже весь просто взмок, весь взмок. Или с меня уже течет пот, пот течет. Просто ужас, очень жарко. Но ладно, сейчас мы пойдем искать где-то тень. Там есть детская площадка, вот там вот. И... Нет, тетя. Куда? Тетя. На площадку, да? Нет, тетя. Тя-тя, это что? О, тетя. Ну вот туда мы пойдем, Сабрина. Нет, тетя. Тя-тя, это что? Тетя. Что такое тя-тя? Тетя. А, коляску хочешь взять? Нет, нет. Идем к реке. Хочу показать вам реку поближе. Здесь, здесь, на удивление, не очень грязно. Вообще, берег реки здесь просто нереально грязный. Просто невозможно грязный. Ну вот, например, вот та часть. Видите, вот тот пляж прямо, вот он весь покрыт мусором. Вот здесь, кстати, вот прям очень-очень неплохо. Очень неплохо. Река красивая, прям красивая. Главная проблема, что в ней нельзя купаться, черт побери. Сейчас жара, но река очень грязная, очень грязная. Поэтому в ней никто не купается, и я тоже в ней не купаюсь. И очень обидно, что так. Но, по крайней мере, красивый вид. Ветер дует с реки. В общем, хорошо. Фух, блин. Я не могу, просто нереально жарко. Нужно скорее идти в тень. Вообще, одним из самых больших разочарований для меня в жизни было то... Сабрина, нет, туда не ходи. Посмотри, там очень грязно. Там всякие металлические штуки торчат. Просто опасно. Так вот, одно из главных разочарований в жизни для меня, в жизни в других городах и других странах, это то, что не везде можно купаться. Я привык, что рядом с Санкт-Петербургом, где я жил большую часть времени, есть множество озер. Да, там есть Финский залив, и он тоже не очень чистый, как и Балтийское море, но Финский залив совсем не чистый. Но у тебя есть множество озер вокруг, и ты можешь купаться в этих озерах, особенно в такую жару. И для меня лето — это всегда было время, когда ты проводишь время на природе и в воде. Но не в бассейне, а именно в озере. К сожалению, последние несколько лет мы живем в тех местах или, не знаю, в тех городах, в разных странах, где возможности покупаться нет. И я очень скучаю по купанию в озерах. Я понял, когда Сабрина говорила «тя-тя», она имела в виду корабль. Корабль. Ой, Сабрина, нужна помощь? Давай. Оп! Давай. Давай, молодец. Такое с детьми случается постоянно. Но этот кораблик находится прямо на солнце. И, конечно, долго мы здесь не пробудем. Сейчас, кстати, да, здесь находится рядом аэропорт. И можно видеть, как самолеты садятся вот сюда, потому что один из аэропортов находится прямо, ну не в центре города, но очень близко к центру города. Поэтому мы сейчас 5 минут здесь побудем и пойдем искать тень.
Честно говоря, в России самое тяжелое время – это зима. А здесь, в Аргентине, самое тяжелое время – это лето. Причем в России зимой все замедляется, все замирает. И, честно говоря, во многом в Аргентине я тоже это чувствую, что ты больше времени проводишь дома, что жарко, днем на улице мало людей. В общем, чем-то эти времена года похожи друг на друга. Но зима здесь классная. 10, ну даже 15 градусов в среднем. Отличная погода. Тебе не холодно, не жарко. Обожаю зиму, весну, осень. Но лето здесь просто невыносимое для меня. Все. Мы нашли прекрасное место в тени. Прекрасное место под ивами. Вот эти деревья называются ивами. Ива. Здесь есть небольшая горка. Сабрине очень нравится бегать вверх и вниз. Ну и какое-то время мы проведем здесь. Ну а потом пойдем куда-то еще и, наверное, поедем уже назад домой, потому что прошло уже 1,5 часа нашей прогулки. Я думаю, что еще минут 40, и этого будет достаточно, потому что с 12 до 3 будет просто невыносимо жарко. Нельзя будет находиться на улице, поэтому да, только утром и вечером. Что ж, друзья, спасибо, что были с нами. Сабрина уже убежала, поэтому пока, а я побегу ее догонять. Сабрина, стой, не прыгай в пруд. Не надо прыгать в пруд. Что это, пруд? Ой, это какая-то очень-очень грязная река, Сабрина. Очень грязная река, мы туда не пойдем. Сабрина, скажи чао всем. Сабрина, нет, вот сюда, на камеру. Посмотри в камеру и скажи чао. Чао.